Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим послеотъемные диареи у поросят. Все свиноводы знают, что это такое, и если не ждут их, то по крайней мере в ветеринарной аптечке всегда есть определенный запас антибактериальных средств. Все уже привыкли к тому, что антибиотики являются основным способом борьбы с послеотъемными диареями. Если причина послеотъемной диареи только в отъеме и нет других причин, то применение антибактериальных препаратов решает эту проблему. Это тоже все знают. Но многие ли свиноводы знают, что возникновение послеотъемного поноса влечет за собой колоссальную недополученную прибыль? Ведь переболевший поросенок будет хуже потреблять корм, съест корма намного больше, чем его здоровый собрат, да и расти будет тоже намного дольше. Поэтому антибактериальные препараты – это как вода для тушения пожара. Когда пожар возник, то его надо чем-то обязательно потушить. Но после потушения пожара придется все медленно восстанавливать. Вот точно так же и с послеотъемными диареями. Без последствий они не проходят, а поэтому надо всеми силами постараться их не допустить. Итак, рассмотрим все по порядку. Послеотъемные диареи у поросят в первую очередь связаны со стрессами. Это и уход от матери, и изменение рациона, и новое сообщество, и новое помещение. Стрессов много, а организм поросенка еще не способен противостоять им, потому что иммунная система еще не сформирована полностью. Иммунная система поросят начинает активно развиваться примерно в 3-недельном возрасте и достигает полной функциональной активности где-то в 5-6 недель. В момент отъема иммунная система поросят еще не зрела, соответственно она еще слабая и во многом определяется количеством иммуноглобулинов, поступающих с молозивом и молоком свиноматки. В молочный период иммунная система поросенка отрегулирована на белки и жиры молока, поэтому белки и жиры не вызывают аллергических реакций, чего нельзя сказать о других кормовых средствах. В этот период иммунная система кишечника поросенка еще не распознает различные антигены, которые поступают с кормом. При отъеме желудок у поросенка тоже еще полностью не сформирован, он еще недостаточно вырабатывает соляной кислоты. И когда мы переводим поросенка с материнского молока на твердый корм, то поросенок начинает меньше есть. Но тем не менее даже это количество корма он не может вовремя переварить. А ведь в это время он испытывает колоссальную потребность в энергии. В такой ситуации поросенок испытывает сильное чувство голода и тогда начинает больше есть. Попав в желудок, пища не успевает перевариваться и свободно проходит через двенадцатиперстную кишку. Непереваренный корм и становится субстратом для патогенных микроорганизмов. Начинаются гнилостные процессы, которые приводят к активизации условно-патогенной микрофлоры и в конце концов к поносам. Как видим, вероятность послеотъемной диареи очень высока и ее очень сложно избежать. В дикой природе режим питания поросят трансформируется постепенно между 9 и 22 неделями жизни. В отличие от природной ситуации, в условиях промышленного свиноводства отъем поросят из свиноматки происходит резко и в более ранние сроки, в возрасте 3-4 недель. И еще момент. В природе смена молока свиноматки, содержащего примерно 20% сухого вещества, на фураже это 15-30% сухого вещества, происходит медленно. В промышленных условиях осуществляется быстрый переход от молока к сухому корму, содержащему 80, а то и 90% сухого вещества. Однако такая процедура отъема абсолютно необходима для обеспечения высокой эффективности промышленного свиноводства. Все это очень сильно влияет на результативность будущего откорма. Установлено, что прирост массы в течение первой недели после отъема влияет на общее количество дней, необходимое для достижения товарной массы в 110 кг. Поросята, которые быстро не адаптируются к стрессу после отъема, не способны впоследствии восстановить утраченную производительность. Что бы вы потом ни делали и как бы вы потом ни кормили, хорошо и правильно. В период отъема съедается довольно небольшой процент кормов. Это всего лишь 2,5% от общего корма, потребляемого в жизни свиньи. Но это количество корма значительно влияет на суточный прирост, увеличивая его примерно до 30%. Все это в свою очередь способствует скорейшему набору товарного веса. Средняя продолжительность послеотъемного периода составляет примерно от 7 до 10 дней. И чем он будет меньше, тем больше будет экономия корма. Если послеотъемный период сократить до 1-2 дней,
то можно сэкономить до 7% корма, потребляемого свиньями в период от отъема и до забоя. Послеотъемный период значительно влияет на суточный прирост, увеличивая его примерно до 30%, который в свою очередь способствует скорейшему набору товарного веса. Хотя в этот период, как я уже сказал, съедается всего лишь 2,5% от общего объема корма, потребляемого в жизни свиньи. Какой же выход из этой ситуации? Можно увеличить срок пребывания поросят под свиноматкой, насколько это возможно, чтобы у поросят сформировался нормальный иммунитет и нормальный желудок. Но в промышленных условиях это малореально. При увеличении срока отъема будут ухудшаться производственные показатели. Поэтому для профилактики послеотъемных диарей первые дни после отъема поросят кормят по сниженным на 30-50% нормам. Применение комбикорма с пониженным на 25-30% содержанием протеина и повышенным количеством клетчатки. Высокое содержание сырого протеина в этот период вредно, поскольку оно способствует поносам. Для недопущения послеотъемных поносов поросят, начиная с 5-6-дневного возраста, начинают прикармливать различными подкормками. Это обеспечивает хороший рост поросят, способствует развитию системы пищеварения и профилактирует возникновение послеотъемных диарей. Ассортимент подкормок и кормов очень широкий, но лучше всего для этих целей использовать престартерные корма. Это лучший подход для снижения количества послеотъемных диарей. Престартерные корма смягчают все те стрессы, которые получает поросенок при отъеме. В одном из наших дальнейших видео я остановлюсь более подробно на теме престартерных кормов и других добавок к корму для снижения послеотъемных диарей. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!